Раки, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем смотреть ваш второй прогноз на октябрь 2023 года, анализировать цепочку предстоящих событий, ну и в принципе планировать месяц совместно, чтобы он для вас прошел максимально комфортно и продуктивно. Поэтому мы приступаем к совместному чтению карт. Для тех, для кого необходимо, смотрите еще расклады по асценденту, чтобы сравнить, сопоставить и понять, какой из знаков дает вам больше информации. А мы с вами приступаем. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы все перед вами. Надеюсь, они вам хорошо видны. Мы с вами будем приступать. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится пятерка жезлов. Активная борьба. Причем борьба может быть абсолютно разного плана. Начиная от вопросов соревнований, то есть вы можете проходить и пытаться выиграть какой-то конкурс. Может быть, действительно какое-то спортивное соревнование, если вы профессионально занимаетесь спортом. До борьбы. Борьбы с окружением, с соседями, может быть, с коллективом на работе или с вашими домочадцами. Потому что здесь упорно отстаивать свои границы, свои какие-то взгляды на жизнь, доводы, аргументы, то есть бороться до последнего. Конечно, эта карта может говорить и о борьбе с самим собой, допустим, вопросы самодисциплины, контроля или достижения каких-то целей. Поэтому будем смотреть, о чем же здесь идет речь. Итак, у нас здесь ложится паж жезлов. Во-первых, это карты, которые говорят о ситуации, что здесь может идти борьба со сплетнями, слухами, потому что восьмерка жезлов это тоже карта быстрой, скорой информации, не всегда проверенной и актуальной. Поэтому здесь пытаться как искоренить какие-то неправдоподобные новости, сплетни. И второй момент, это может быть борьба с вашими детьми, внуками, может быть племянниками. Борьба имеется в виду как в устоях, в нормах, в правилах, в соблюдении каких-то семейных традиций. И да, продавливать здесь, потому что эти карты показывают, что если не добиться контроля, не добиться какого-то самодостаточности, подхода, то потом вы можете просто упустить этот момент становления отношений с ребенком, ну и как следствие ничего эффективного из этого не получится. Если смотреть вопросы работы, у нас здесь ложится рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов это стремление, это цель, это достижение, это мотивация. У кого-то, конечно, это будут командировки, где вы будете совмещать приятное с полезным, добиваться, отстаивать целей, результаты. Посмотрим, как эта карта будет звучать для каждого из вас. Смотрим в первую очередь для тех, кто у нас сейчас по ряду причин не работает и работать не может. Здесь у нас ложится двойка чаш, аркан, который показывает и говорит по ситуации, что вы будете получать помощь, поддержку со стороны или вашей второй половины, то есть супруги или супруга, то есть партнера, или это могут быть ваши кровные родственники, потому что здесь по этим арканам у вас стабильное текущее положение вещей, и я не вижу, чтобы вы искали работу, искали реализацию. Для тех же, кто у нас является соискателем, здесь переживания и страхи. Пройдете ли вы конкурс, проверку, сдадите ли вы экзамен, дадут ли вам работу, которую вы хотите, к которой вы стремитесь. Но карта говорит, что не робейте, следует поднажать, и по колеснице у вас все получится. То есть получите работу мечты и то трудоустройство, к которому вы стремились. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то король мечей это, конечно же, проверки. Как плановые, так и неплановые. Это может быть сама по себе ситуация такого придирчивого отношения к вам. Попытки понять, оценить вас как сотрудника, как личность, как профессионала, создать вам какие-то сложные условия труда, дабы выявить ваши сильные и слабые стороны. Поэтому здесь по пятерке жезлов это как бороться, доказывать, на что вы способны, к чему вы пригодны и действительно стоит ли вам оставаться на этом рабочем месте. Но проверки вы здесь пройдете все успешно. Пятерка мечей, хотя у вас уже опускаются руки, хочется на всех и на все плюнуть и всех послать в сад, но тем не менее шестерка мечей, видите, это движение вперед. Поэтому дерзайте, и все здесь будет в порядке. Если смотреть и оценивать ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, что же здесь?
Здесь по 7 чаш это называется «я хочу успеть все и сразу», реализовать все свои цели, планы, мечты, все свои какие-то установки, убеждения. Но зачастую, когда мы что-то планируем, мы не видим главного. Мы видим какие-то иллюзорные вещи, которые стоят перед нами, но не видим первоосновы. Вот это важно понимать, если вы планируете открывать какие-то новые проекты или укрепиться на каком-то там новой нише, новом рынке. Потому что если смотреть в плане октября, здесь вам придется действительно очень сильно попотеть. К чему я веду? То есть если вам предложили какой-то выгодный перспективный бизнес, не так все здесь красочно, как вам по факту обещают. И придется приложить немало усилий, чтобы добиться в этой нише успеха. Если смотреть финансовую сторону вопроса, здесь ложится аркан мир. По аркану мир здесь все прекрасно в плане денег, дохода, потому что здесь в первую очередь финансовые возможности ваши растут. В первую очередь это актуально для тех, кто у нас имеет интернет-бизнес, зарабатывает через интернет, предоставляет свои услуги, либо какие-то товары. Опять же, те, кто у нас являются работниками сферы туризма, гидами, переводчиками, дипломатами, а также стюарды наземного, воздушного, морского судна. Поэтому здесь действительно, особенно в особенности у этих категорий, с финансами будет более чем все прекрасно. Опять же, карта мир говорит о том, что помимо того, что вам ресурсы приходят, конечно же, вы их будете тратить. И по аркану мир. Это могут быть языковые курсы, это могут быть путешествия, и это действительно может быть развитие, расширение и становление вашего дела в интернет-пространстве. Если смотреть вопросы здоровья, тройка монет говорит о ситуации переутомления эмоционального, физического, то есть когда вы настолько увлечены процессами, что не замечаете того факта, насколько вы выработаны, насколько вы действительно уже вложили своего ресурса, что это может быть по вашему самочувствию. Поэтому здесь желательно без фанатизма. А мы с вами смотрим вопрос о личной жизни. Здесь ложится аркан дурак. Дурак это, как правило, либо что-то новое, либо обновление текущих связей. Это взбалмошность, инфантильность, это желание новых эмоций, новых ощущений. Поэтому мы будем проверять и раскрывать, как же эти арканы будут работать для вас. Итак, для тех, кто у нас в первую очередь свободен, что же здесь? По аркану император. Конечно же, в первую очередь информация актуальна для девушек, для женщин, потому что она показывает на появление нового мужчины в вашей жизни, причем мужчины стабильного, потому что император это всегда ситуация контрольной, стабильности, радости, и как следствие для вас это отношения, которые заиграют новыми красками, потому что происходят благоприятные перемены в личной жизни. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то дурак и туз мечей. Это желание поставить вопрос ребром. Это возможно перевести отношения в новое русло, в новое качество. То есть для кого-то действительно могут стать вопросы, допустим, бракоразводного процесса в каких-то отношениях и создания новой семьи. Но сейчас даже дотянем, посмотрим. Да, потому что, видите, здесь падает аркан жрец. Я хочу официальных отношений. То есть об этом говорит эта карта. То есть действовать традиционным путем. Заявите себе о том, что вы претендуете на этого партнера или партнершу. Поэтому здесь идет стремление к официальному браку. Но это новые отношения. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, дурак и падает карта башня. Ситуация, когда казалось бы, что вроде бы все рухнуло, все пропало, она вам говорит о том, что тот, кто ничего не делает, конечно же, он не ошибается, не совершает никаких ошибок, и у этих людей нет никаких падений. Но здесь карта башни, она призывает вас в первую очередь поддержать вашего партнера или партнершу в течение этого месяца в каких-то кризисных ситуациях и вопросах. И если у вашей второй половины опускаются руки, помогите, поддержите. Тем самым вы не только сможете эти отношения обновить, внести какую-то легкость, внести структуру, но и действительно это как по-новому взглянуть друг на друга, потому что карта суд – это восстановление отношений, это расти, это стремиться к большему в союзе. Но опять же, это благодаря совместной работе, взаимопониманию, поддержке. В особенности, если эта ситуация касается незапланированного зачатия, то здесь это, знаете, как для вас шок-контент, который нужно принять эту информацию, проработать с ней, знаете, как сродниться и как следствие двигаться дальше. Но у вас, в особенности, если у кого отношения были на грани, то здесь идут перспективы восстановления союза. Если смотреть
рекомендацию от карт. У вас здесь ложится Верховная Жрица. Обратите внимание, здесь сидит девушка, и она, как мы видим, насколько вам видно, да, сидит, занимается росписью, пишет какие-то тексты. Потому что жрица — это углубиться в какие-то вопросы, в ситуацию. Это в первую очередь изучение вопросов тайных знаний, глубин нашего подсознания. Поэтому жрица как акцент, как рекомендация: прислушайтесь к себе, доверяйте своей интуиции. Опять же, пытайтесь излить свои эмоции через творческие процессы, потому что именно в таких каких-то повседневных, рутинных вещах вам откроются ответы на многие ваши вопросы, придет понимание тех либо иных процессов. Даже если вы пишете картины, или вы пишете музыку, или вы просто ведете дневник, но как-то ведете его, знаете, как красиво, каллиграфически, сопровождая фотографиями или какими-то вклейками. Это, знаете, как творческие процессы, которые вот вы созидаете, они вас придут к тому, что вы как перечитали какую-то информацию, пересмотрели, и для вас неожиданно вышла на поверхность какая-то информация, на которую вы не обращали внимания, не замечали. То вот жрица — это как докопаться до истины. Поэтому, как показывают карты, здесь действительно будет плодотворный такой месяц, процесс. Посмотрим с вами неожиданность периода. О чем здесь идет речь? Букет, мужчина, змея, и дно колоды у нас падает лиса. Так, мужчина, который может идти здесь знакомство по переписке. Причем мужчина идет с одной стороны как сюрприз, как подарок, с другой стороны по аркану змея. Это, знаете, как идти, не то чтобы как с какой-то фальшью, то есть какие-то моменты человек здесь может не договаривать, поэтому жрица вам показывает, что эти моменты нужно будет прояснить. Но еще, конечно же, карта змея, вот уточняем, да, это желание может быть легких, свободных отношений. То есть здесь опять же вопрос сексуальной тяги. Это если смотреть в контексте личной жизни. В остальных же аспектах для вас это может быть выгодное, мудрое деловое сотрудничество, которое приведет к обретению новых связей, становлению новых знакомств. То есть то, что для вас будет идти со знаком плюс, потому что по карте Аист это новые возможности роста, перспективы развития. Поэтому месяц у вас более чем благоприятный. Что ж, таковыми арканами мы его и закроем. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как вам отозвалась эта информация, как она у вас отыграется на практике и какие перемены у вас произойдут. Буду вам признательна за обратную связь. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, ваши донаты, ваши комментарии, ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.